этом зале могут меня знать еще как Аня, а некоторые даже могут вспомнить меня как ту продавщицу аниме, когда на горбушке, когда еще кассеты были и DVD только начинались. Да. И как вы уже поняли, я анимешник. Вот ни разу не была больше ни в одном фандоме, кроме анимешного в глобальном понимании этого слова. Хотя вот каюсь, Гарри Поттер меня зацепил. Всем привет. Пока 4 года назад я впервые не пришла на SlashCon, и первый цельный трибьют, который я тогда, собственно, застала, был Покаровский из Гли. Вот. Чуваки, я не знаю, есть ли вы в этом зале, кто делал этот трибьют. Я не знакома с вами лично, не в онлайне, потому что я не фандомный человек. Тем не менее, спасибо вам большое. Спасибо. Покажите, пожалуйста, первый слайд. Это второй. В общем, оставляйте, да. Благодаря вот этому кадру, он у вас как-то мелькнул там, по-моему, в трибьюте, ну что-то типа этого. Вот это было, да, там. И вот следующий, пожалуйста, покажите, 165 он у вас, да. Вот, я анимешник со стажем, с большим, наконец-то увлеклась чем-то еще. А теперь к делу. Вы уже поняли по вступлению, кто такой Крис Колфер. У меня для вас сюрприз. Я 2 года пыталась пригласить его на SlashCon. Дайте, пожалуйста, второй трек для звезды, собственно. Встречаем! К сожалению, настоящего привести не удалось, поэтому будем довольствоваться малым. Криса знают все, кто смотрел Гли. Даже те, кто Гли не смотрел, тоже его знают. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, потому что осколки по фандомам разлетелись очень далеко. Многообразие пейрингов Гли просто зашкаливает, как вы можете видеть. Финн, Сэм, Себастьян, привет фандому Барри Аллена. Рики Мартин, он же Учитель Мартинес, Старчайлд, он же Адам Ламберт, как вы видите. Даже вот эта вот женщина из «Секса в большом городе», если вам видно вообще, вот она тоже там есть. Всех не перечислишь. Парень, хорошо, что ты не говоришь по-русски, а то ты, наверное, бы возмутился, ты вообще не говоришь. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Но, собственно, проблема в том, что знакомство с Крисом Колфером на этом, собственно, и заканчивается. Потому что и немногие знают о его других талантах. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Так вот, существует ли что-то между вот этими 2 фотографиями, кроме Гли? Да, на самом деле существует, и моя задача сегодня рассказать вам об этом. Крис Колфер очень слэшный актер, потому что он открытый гей, и с самого своего первого появления в телеэфирах никогда не стеснялся на вопросы журналистов отвечать правду. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Да, вот. В школе чувак был театралом, сам играл в школьных спектаклях. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. А также являлся редактором школьного литературного журнала. Верните журнал нам, пожалуйста. Еще, вот. Как бы данные рассказы, там 4 штуки, наверное, они переведены даже на русский фанатами, вот, и лежат в сети. Вы можете их найти свободно, если вдруг кому-то заинтересует. Как бы дайте тогда вот следующий слайд. Кто мог подумать, что вот этот вот пухлый мальчик так вырастет? Вот, можете смотреть, убедиться. Незадолго до Гли Крис снялся в авторском комедийном кино под названием «Рассел Фиш. Инцидент с сосисками и яйцами». Дайте вот следующий слайд. Да, вот это оно. Фильм завоевал какие-то там известные в узких кругах награды. В принципе, это никому не важно. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. А затем вот пришел на кастинг Гли Арти. Он хотел играть чувака в коляске с активной гетеросексуальной жизнью. Хоть по слайду это и не понять, но тем не менее. Но дайте, пожалуйста, следующий слайд. Какая сексуальная жизнь вот у этого типажа, который выше? В общем, авторы проекта так прониклись Крисом, что написали под него нового персонажа, которого изначально в сюжете не планировалось.
Итак, гей сыграет гея. Это был прорыв. Курт во всем своем великолепном образе просто не стал мемом гей-тина в Америке. Через этого персонажа показывались многие проблемы гей-подростков не только в Штатах, но и по всему миру. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Курт Жог. Вот, начиная с танца под Single Ladies, это просто был, по-моему, хит на тот момент. И в результате он получил «Золотой глобус» за второй сезон «Гли». Являясь самым младшим участником основного каста, я считаю, что это, в принципе, было достижение. Но не подумайте, что тут Крис сыграл самого себя. Нет. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Курт и Крис вот достаточно разные. Начиная от манеры одеваться, и дайте, пожалуйста, следующий слайд. И заканчиваем манерой ходить. Вернемся к нашим птичкам. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Я не могла не вставить этот кадр, они очень похожи, я считаю. Получив «Золотой глобус», Крис не остановился. До сих пор не представляю, как он умудрился в жестком графике «Гли» замутить еще один проект. Взял и написал сценарий для фильма «Сраженный молнией», в котором снялся в главной роли. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Данный сценарий был адаптирован в книгу и издан. Да вы не ослышались в книгу. Оказывается, Кристофер Пол Колфер с самого детства хотел стать писателем, что с завидным успехом и упорством начал воплощать в жизнь, как только появилась первая возможность. Так в скором времени вышла в свет первая книга серии «Страна сказок». Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Да. Вот он довольно презентует. Но не раскатывайте губы, уважаемые слэшеры, книга детская. В том числе и поэтому я ее до сих пор не читала. Но не только. На самом деле, это при всем моей нежной любви к чуваку, это как с Гриндайзером, когда ты уже вырос. Хочешь пересмотреть, потому что воспоминания восхитительные, но не надо пересматривать Гриндайзер, когда тебе больше 20 лет. Не надо. На самом деле, я очень плохо знаю английский, а книги еще не изданы официально в России, поэтому, собственно, это пробел, я думаю, скоро восполним. Кстати, чувак просто оказался фанатом Гарри Поттера, а и факультета Слизерин. Слизерин, да-да-да. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот, будучи в Англии с презентацией своей первой книги, он сразу же рванул в музей. Посмотрите на эту довольную физиономию. Признайтесь, в этом зале наверняка найдутся люди, которые были в этом музее и которые смогут оценить степень счастья. Вернемся к хронологии. Гли закончился этой весной, судя по бейсболкам, вот с такой надписью. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. У меня такой значок есть. Который Крис дарит своим друзьям и коллегам. Он очень устал от 6 лет съемок. Можем ли мы его винить за это хулиганство? Ведь именно Гли сделал его популярным, вывел его в люди и ввел, так сказать, в Голливуд. Скорее нет, потому что все-таки это была равноценная сделка, потому что все-таки Курт появился благодаря Крису. И каким бы был Гли без него, остается только догадываться, но другим это точно. Книги все еще выходят. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Может, писательская карьера тоже когда-нибудь утомит Криса, но пока, судя по всему, она является приоритетным направлением. В точных планах есть не только продолжение сказок, на которые он, судя по всему, крепко подвязался с издательством, но и книга для более взрослой аудитории. А вот тут можно раскатать, потому что слухи ходят разные. Да, кстати, вот на этот и 2 прошлых СК я печатала закладки в инфопакеты. Если кто-то в зале в этом есть, у кого они остались, кто их не выкинул, потому что, кому они на самом деле нужны. В общем, возможно, они пригодятся, так как недавно стало известно, что книги все-таки издадутся в России официально, и фандом имел к этому отношение. Я все о книгах, да, о книгах, но не думайте, что актерская карьера Крисом беспечно заброшена. Нет, он успел сняться в 2 эпизодах последнего сезона «Красоток в Кливленде», если кто знает такой сериал, в роли сына одной из главных героинь. Я не помню, как ее зовут. Дайте, пожалуйста, 21 слайд. Я помню, как зовут его. Вот он, Тони, натурал из Кливленда. На этом там завязан прикол, там прошлись по Гли, в том числе, посмотрите, это ситком, там 2 эпизода
можно не смотреть весь остальной сериал, оценить. Сейчас же в разработке фильм «Нейль». 22-й слайд, пожалуйста, следующий который. Ага. Уже известный нам гей, вот этот вот, сыграет более известного гея. Вы не знаете, кто такой Ноэль Кауард? Google вам в помощь. Хотя на самом деле я тоже не знала до этого момента. В общем, я бы могла вам еще много рассказать всякого про публичную деятельность Криса. Про личную не люблю разговаривать, потому что это, не знаю, неэтично. Но, к сожалению, ограничено временем и утомлять вас не стоит. Так что я хотела сказать своим трибьютам. Во-первых, что порой фандом не выбирают. И что Колфер является, уж точно в моем случае, ярким примером того, что детскими болезнями, в фандомном понимании этого слова, нужно переболеть в детстве, иначе потом уж очень тяжко переносится. Во-вторых, скорее ему, что мы маленький, но очень гордый фандом, что он в России у Криса Колфера существует. Чувак, нас мало, да, но мы есть. Кстати, если в зале такие имеются, мне кажется, человека 3, то мы ведем ваш учет, как в передаче «Ищу тебя». Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот, да, вот эта вот карта – это результат своеобразной переписи фандома Криса Колфера. 164 города, между прочим. Чем не повод для гордости. Тоже вот как бы трибьюты работают на самом деле. Я пришла и не ожидала, что меня вот так зацепит спустя год от этого трибьюта. Я смогла посмотреть. Так что, ребята, все, кто делает трибьюты, спасибо вам большое за ваш труд. Это очень круто. Вообще весь фандом отличный. Спасибо вам. В общем, смотрите «Гли», «Сраженного молнией», читайте книжки Колфера, детские не очень. Новых вам фанатов.